Недавние исследования Марса открыли удивительное и таинственное явление – неизвестный звук, который был зафиксирован в глубинах Красной планеты. Этот звук, неожиданно появившийся во время научной миссии, стал настоящим вызовом для исследователей, которые пытаются разгадать его природу и происхождение. Ученые, работающие на различных марсианских миссиях, давно наблюдают за атмосферными условиями, геологическими процессами и климатическими изменениями, но этот звук оказался совершенно неожиданным и непредсказуемым. Во время одной из миссий, направленных на изучение подповерхностных слоев Марса, техника зафиксировала странные колебания, которые не соответствовали известным природным явлениям на планете. Эти колебания были получены благодаря специальным сенсорам, установленным на марсоходах и орбитальных станциях. Исследователи, получившие доступ к данным, не могли поверить своим ушам. Первые записи звука были полны искажений, но в них можно было различить четкие паттерны, которые заставили ученых задуматься, что же это за звук. Случайная находка звука стала настоящим событием в мире науки. Ученые из различных исследовательских институтов со всего мира начали активно анализировать записи, пытаясь выяснить, что именно они слышат. Исследователи сошлись во мнении, что подобные звуки могли бы быть вызваны сейсмической активностью или движением ледников, но по мере углубления в анализ они начали сталкиваться с более странными предположениями. Некоторые из них начали выдвигать гипотезы о возможном действии невидимых сил или даже внеземных существ. Интересно, что до появления этого звука ученые уже знали о некоторых природных явлениях на Марсе, таких как пыльные бури и сейсмические события, которые могли бы создать определенные звуковые волны. Однако данный звук не вписывался ни в одну из известных категорий. Он напоминал мелодичные ноты, но с очень низкой частотой, что дополнительно усложняло его анализ. По мере того, как ученые продолжали исследовать записи, они начали замечать закономерности. Звук проявлялся в определенные моменты времени, создавая впечатление, что он мог быть связан с конкретными геологическими процессами. Это подстегнуло интерес исследователей, и они начали разрабатывать новые методы для изучения его источника. Модернизированные инструменты позволили более точно классифицировать звуковые волны и сравнивать их с известными природными звуками на Земле и других планетах. Однако, несмотря на все усилия, явных ответов это не дало. Каждая попытка объяснить звук порождала еще больше вопросов. Исследователи начали рассматривать возможность, что за звуком может скрываться нечто большее, чем простое природное явление. Мистические предположения о внеземной жизни начали обрастать слухами и мифами. Научная общественность разделилась на тех, кто считает, что это просто научное любопытство, и тех, кто верит в возможность контакта с другими формами жизни. Разгадывание тайн марсианских звуков продолжает оставаться одной из самых увлекательных задач для ученых. Каждый новый анализ приближает их к разгадке, но также открывает новые горизонты для обсуждений и споров. Эти звуки могут стать ключом к пониманию того, что действительно происходит в недрах Красной планеты и, возможно, откроют совершенно новые страницы в истории человечества. Ученые продолжают свои исследования, надеясь, что вскоре им удастся ответить на вопрос, который сейчас волнует многих. Что же скрывает Марс? Внезапная находка звука в недрах Марса стала настоящей сенсацией, и история его открытия полна неожиданных поворотов. Исследователи, занимающиеся изучением этой загадочной планеты, не могли даже представить, что их миссия приведет к столь необычному открытию. Вся история началась во время планомерной проверки данных, собранных орбитальными аппаратами и марсоходами, которые работали на поверхности Красной планеты. Однажды, исследуя результаты, команда ученых, работающих с данными, заметила аномалию, вызванную непредсказуемыми колебаниями, зарегистрированными в подповерхностных слоях. Звуки, которые они услышали, были далеки от привычных шумов, таких как сейсмические толчки или ветер, которые они ожидали обнаружить. Эти колебания, фиксировавшиеся в частотах, находящихся на грани слышимости, вызывали неподдельное любопытство. Ученые быстро поняли, что наткнулись на нечто совершенно новое. Команда, состоящая из сейсмологов, геофизиков и астрономов, начала работу по тщательному анализу записей. Они использовали мощные алгоритмы и программное обеспечение для обработки звука, чтобы выявить паттерны и структуры. Это было настоящим вызовом, поскольку первоначальные записи были искажены и трудны для восприятия. Тем не менее, ученые быстро усвоили, что они могут выделить определенные частоты, которые создавали уникальные звуковые волны. В процессе анализа они выяснили, что звук проявлялся в особые моменты времени, что дало основание предполагать его связь с геологическими процессами, происходящими под поверхностью. Это открытие стало отправной точкой для дальнейшего изучения. Ученые начали разрабатывать гипотезы о том, что могло бы вызвать такие звуки. Эти предположения варьировались от активного сейсмического движения до более необычных теорий, включая возможность существования невидимых форм жизни, способных создавать звуковые волны. С каждой новой попыткой анализа обнаруживались новые данные, которые подогревали интерес к этому загадочному звуку. Инженеры, работающие с марсоходами, усовершенствовали оборудование, добавив новые сенсоры и микрофоны, способные улавливать более широкий диапазон частот.
Это позволило исследователям не только выявлять звуковые волны, но и различать их источники. Однако каждая новая запись только добавляла вопросов. Исследователи начали осознавать, что звуки, которые они фиксировали, не вписывались в привычные рамки. Эти колебания не напоминали ни известные природные явления, ни синтетические звуки, которые создавались оборудованием. Возникали новые теории, и каждая из них вызывала споры среди ученых. Некоторые считали, что это нечто вполне объяснимое, связанное с геологией планеты, в то время как другие не исключали возможности более загадочных источников. Тем временем интерес общественности к этому открытию рос. Слухи о возможном существовании внеземной жизни быстро распространились по всему миру, подогревая воображение любителей науки и поклонников теорий заговора. Некоторые даже начали говорить о том, что Марс, возможно, стал бы домом для внеземных существ, которые оставили свои следы в виде этих таинственных звуков. Множество статей и видео начали появляться в интернете, обсуждая каждую новую деталь и теорию. Продолжая исследовать звук, ученые проводили эксперименты, пытаясь воспроизвести его в лабораторных условиях. Они использовали звуковые генераторы и различные материалы, чтобы проанализировать, возможно ли создание подобных колебаний. Однако эти попытки лишь подтверждали уникальность звука, так как ни одна из моделей не могла точно воспроизвести то, что было зафиксировано на Марсе. Анализируя данные, исследователи искали совпадения с известными геологическими процессами, которые могли бы объяснить появление звуков. Они изучали все возможные факторы, от движения ледников до изменения давления в недрах планеты, но ни одно из объяснений не дало четкого ответа. Каждый новый анализ только подчеркивал сложность задачи. Таким образом, случайная находка звука в недрах Марса открыла двери для множества вопросов и новых направлений исследования. Ученые, погруженные в изучение этого феномена, стремятся разгадать его тайны, выявляя все новые детали, которые могут привести к пониманию того, что действительно происходит на Красной планете. Исследования продолжаются, и каждый новый шаг приближает их к разгадке этой загадки. Анализ звука, зафиксированного в недрах Марса, открывает перед учеными целый спектр научных предположений, которые варьируются от банальных природных явлений до возможностей внеземной жизни. Исследователи, получившие доступ к уникальной записи, начали с тщательного изучения звуковых волн, пытаясь сопоставить их с известными геологическими процессами на планете. Сначала они рассмотрели наиболее вероятные варианты, такие как сейсмическая активность и движение ледников, но быстро поняли, что звуковые волны имеют уникальные характеристики, которые не вписываются в привычные схемы. Научная команда, работающая с данными, выделила несколько основных гипотез. Первой из них стала идея о сейсмической активности. Марс, как известно, переживает небольшие землетрясения, и ученые предположили, что звук может быть следствием таких явлений. Однако, дальнейший анализ показал, что звуковые волны не соответствуют частотам, которые обычно наблюдаются при подобных событиях. Это открытие дало толчок для более глубокого изучения других вариантов. Следующей гипотезой стало предположение о взаимодействии подземных вод или льда. Исследования показывают, что под поверхностью Марса могут находиться запасы воды, и ее движение могло бы генерировать звуки. Ученые начали моделировать сценарии, используя данные о тектонической активности и температурных изменениях, чтобы выяснить, какие эффекты могли бы возникнуть в таких условиях. Но и эта версия оказалась недостаточно убедительной, так как звук проявлялся в моменты, которые не совпадали с предполагаемыми изменениями температуры или давления. Третья гипотеза, которая начала набирать популярность среди исследователей, предполагала возможность существования невидимых форм жизни. Столкновение с неизвестными звуковыми волнами спровоцировало бурное обсуждение в научных кругах. Некоторые ученые начали поднимать вопрос о том, может ли этот звук быть результатом деятельности каких-либо существ, обитающих под поверхностью Марса. Такие предположения, хотя и невероятные, подогревали интерес общественности и вызывали массу споров. Исследования также обострили дебаты о потенциальной способности звуковых волн передавать информацию о состоянии планеты. Это подтолкнуло группу ученых к разработке новых методов для дальнейшего изучения звуковых характеристик. Они начали разрабатывать специализированные алгоритмы, способные выделять даже самые мелкие изменения в частотах и паттернах, фиксируемых сенсорами. Используя современное программное обеспечение, исследователи пытались создать картину, которая могла бы объяснить происходящее. С каждым новым анализом возникали новые вопросы. Ученые заметили, что звук проявляется с определенной регулярностью, что подразумевало его связь с какими-либо циклическими процессами на планете. Эти наблюдения заставили их обратиться к данным о геологических и климатических изменениях, происходивших на Марсе за последние миллионы лет. Сравнение этих данных с записями звука позволило выявить некоторые зависимости, которые могут дать ключ к разгадке его природы. Процесс изучения звука также способствовал разработке новых технологических решений. Ученые начали использовать более чувствительные приборы, которые могли бы улавливать даже самые слабые колебания. Это оборудование позволило им расширить диапазон частот, которые они могли бы анализировать, и вывело на новый уровень понимания марсианских звуковых волн.
Каждый новый шаг приближал исследователей к разгадке, но, к сожалению, каждый раз они сталкивались с новыми парадоксами. Важно отметить, что изучение звука стало не только научной задачей, но и культурным феноменом. Растущий интерес к этой теме вдохновил множество публикаций и видео в интернете. Это привлекло внимание как ученых, так и любителей науки, которые начали обсуждать возможные сценарии, включая обсуждение возможного контакта с внеземными цивилизациями. Тем не менее, среди научного сообщества продолжалась активная работа по декодированию и пониманию природы звука. Таким образом, звуки, зафиксированные в недрах Марса, стали настоящим вызовом для ученых. Каждая новая гипотеза и каждое открытие подчеркивали, насколько сложной и многогранной остается эта загадка. Исследования продолжаются, и ученые надеются, что дальнейшие анализы позволят не только понять происхождение звука, но и откроют новые грани марсианской экосистемы и ее возможного обитания. Каждое новое открытие приближает их к ответу на вопрос, который волнует всех. Действительно ли за этими звуками скрывается нечто большее, чем просто проявление природных явлений? Анализ звука, зафиксированного в недрах Марса, открывает перед учеными целый спектр научных предположений. Первоначальная команда, получившая доступ к уникальным записям, сразу же начала изучение звуковых волн, пытаясь сопоставить их с известными геологическими процессами на планете. В самом начале они пришли к выводу, что звуки могут быть связаны с сейсмической активностью. В марсианской геологии известны случаи сейсмических толчков, но дальнейший анализ быстро показал, что эти звуки не соответствуют привычным частотам, которые наблюдаются при землетрясениях. Научная команда, состоящая из сейсмологов, геофизиков и астрономов, перешла к следующему этапу – анализу возможных взаимодействий подземных вод или льда. Научные данные подтверждают, что под поверхностью Марса могут находиться запасы воды, и поток этой воды мог бы создавать звуки. Исследователи начали моделировать различные сценарии, используя данные о тектонической активности и температурах, чтобы выяснить, какие эффекты могли бы возникнуть в таких условиях. Однако ни одна из их гипотез не смогла удовлетворительно объяснить природу звука, так как моменты его появления не совпадали с изменениями температуры или давления. Неожиданно третья гипотеза начала набирать популярность среди исследователей. Некоторые ученые начали обсуждать возможность существования невидимых форм жизни, которые могли бы быть причиной таких звуков. Эта идея, хотя и казалась экстравагантной, подогревала интерес общественности и вызывала активные споры среди специалистов. Исследования продолжались, и каждая новая деталь подтверждала уникальность ситуации, поддерживая интригу вокруг звука. В процессе анализа команда использовала современные алгоритмы обработки звука, чтобы выделить паттерны и структуры. Каждая запись была тщательно обработана, что позволяло выявлять даже самые слабые колебания. Сравнение спектров звуков с известными природными явлениями на Земле и других планетах не дало ясных результатов, так как полученные данные не вписывались в привычные рамки. Ученые заметили, что звук проявлялся с определенной регулярностью, что подразумевало его связь с циклическими процессами под поверхностью Марса. Анализ звука также способствовал разработке новых технологических решений. Ученые начали использовать более чувствительные приборы, которые могли бы улавливать даже самые слабые колебания. Это оборудование позволило не только выявлять звуковые волны, но и различать их источники. Со временем, благодаря модернизации, исследователи смогли расширить диапазон частот, которые они могли бы анализировать. В ходе работы выяснилось, что звук иногда собирался в более сложные структуры, создавая впечатление, что он может быть результатом взаимодействия нескольких факторов. Ученые начали обращать внимание на возможные корреляции с геологическими и климатическими изменениями, происходившими на Марсе за последние миллионы лет. Сравнение данных о звуках с историческими изменениями в климате планеты позволяло выявлять некоторые зависимости, которые могли бы дать ключ к разгадке. Тем не менее, каждый новый анализ открывал новые вопросы. Ученые осознали, что звуки, которые они фиксировали, не вписывались в привычные категории. Эти колебания не напоминали ни известные природные явления, ни синтетические звуки, создаваемые оборудованием. Возникали новые теории, и каждая из них вызывала споры среди ученых. Некоторые считали, что это нечто вполне объяснимое, связанное с геологией планеты, в то время как другие не исключали возможности более загадочных источников. Общественный интерес к этому открытию рос с каждым днем. Слухи о возможном существовании внеземной жизни распространялись, подогревая воображение сторонников научных теорий и теорий заговора. Статьи и видео начали активно обсуждать каждую новую деталь и теорию, привлекая внимание как ученых, так и широкой аудитории. Это создавало уникальную атмосферу вокруг исследования, где научный интерес сочетался с элементами мистики. Исследования также привели к проведению экспериментов, в которых ученые пытались воспроизвести звук в лабораторных условиях. Используя звуковые генераторы и различные материалы, они пытались создать подобные колебания. Однако эти попытки подтверждали только уникальность звука, так как ни одна из моделей не могла точно воспроизвести то, что было зафиксировано на Марсе. Каждое новое открытие добавляло слои к имеющимся предположениям.
Ученые продолжали исследовать звуки, фиксируя их и сравнивая с данными о геологических изменениях, происходящих на планете. Каждая новая запись открывала новые горизонты для размышлений и обсуждений, подчеркивая, насколько сложной и многогранной остается эта загадка. Таким образом, анализ звука, зафиксированного в недрах Марса, стал не только научной задачей, но и культурным феноменом. Ученые, погруженные в изучение этого феномена, стремятся разгадать его тайны, выявляя все новые детали, которые могут привести к пониманию того, что действительно происходит на Красной планете. Каждый новый шаг приближает их к разгадке, но также открывает новые горизонты для обсуждений и споров. Звук, обнаруженный в недрах Марса, продолжает оставаться одной из самых увлекательных задач для ученых, заставляя их задаваться вопросом о возможностях и тайнах, которые скрывает эта загадочная планета. Недавние исследования Красной планеты открывают перед нами множество тайн, которые до сих пор остаются неразгаданными. Научное сообщество уверено, что Марс скрывает больше, чем просто пыль и камни. Загадочный звук, зафиксированный в недрах планеты, вызывает вопросы о геологических процессах и, возможно, даже о присутствии внеземной жизни. Исследователи, работающие над проектами, такими как Viking и Curiosity, уже давно изучают марсианскую поверхность, но этот звук стал настоящим поворотным моментом. Когда звук был впервые зафиксирован, многие ученые стремились понять его природу. И исследование началось с анализа записей, которые, по сути, являлись результатом работы различных сенсоров, установленных на орбитальных аппаратах и марсоходах. Команда научных сотрудников собрала данные и начала их обрабатывать с помощью современных алгоритмов, чтобы выявить характерные черты и возможные источники этого звука. Сначала предполагалось, что эти звуки могут быть связаны с известными природными явлениями, такими как марсианские пыльные бури или сейсмические колебания. Однако, по мере углубления в анализ стало понятно, что звук обладает уникальными характеристиками. Работа по анализу звука оказалась настоящим испытанием для ученых. Их ожидания о том, что это будет стандартный звуковой паттерн, быстро были опровергнуты. В результате детального изучения команда обнаружила, что звуковые волны имели низкие частоты и создавали мелодичные ноты, что указывало на их отличие от всего, что было зафиксировано ранее. Это открытие вызвало волну обсуждений в научном сообществе, поскольку звуки оказались необычными и не соответствовали известным природным источникам на Марсе. Исследователи начали выдвигать гипотезы о возможном происхождении звука. Одной из первых предположений стало сейсмическое воздействие. Научные данные показывают, что Марс действительно подвержен небольшим землетрясениям, и ученые подумали, что звук мог быть следствием такой активности. Однако более детальные исследования показали, что звуковые волны не соответствовали частотам, ассоциированным с сейсмическими событиями, и это только подстегнуло интерес к другим возможностям. Следующей гипотезой стало предположение о подземных водах. Исследования говорят о том, что под поверхностью планеты могут находиться запасы воды. Ученые начали разрабатывать сценарии, предполагая, что движение воды в подземных резервуарах могло бы создавать подобные звуки. Однако дальнейшие наблюдения не подтвердили эту теорию, так как звук проявлялся в моменты, не совпадавшие с известными процессами, связанными с подземными водами. Среди ученых возникла даже гипотеза о наличии невидимых форм жизни. Это предположение, хоть и казалось экстравагантным, привлекло внимание не только специалистов, но и широкой публики. Обсуждения о том, что за звуками могут стоять инопланетные существа, быстро разлетелись по интернету, вызывая споры и даже панические настроения среди некоторых групп. Слухи о возможной внеземной цивилизации начали набирать популярность, подогревая интерес к исследованиям. В ответ на эти предположения исследователи продолжили анализ записей, используя усовершенствованные алгоритмы. Каждая новая попытка изучения звуковой волны только подчеркивала сложность задачи. Ученые начали разрабатывать специализированное оборудование, чтобы улавливать более широкий диапазон частот. Благодаря этому исследователи могли фиксировать даже самые слабые колебания, улучшая качество анализа. Каждое новое открытие обостряло интерес к записям. Команда ученых заметила, что звук проявляется в определенные моменты времени, что могло указывать на его связь с некоторыми геологическими процессами. Это открытие подстегнуло дальнейшее изучение, и команда начала сопоставлять данные о звуках с историческими изменениями климата и тектонической активности на Марсе за миллионы лет. Такие исследования позволили выявить некоторые закономерности, которые могли бы помочь в понимании источника загадочного звука. Однако, несмотря на все усилия, явных ответов это не дало. Каждое новое предположение только открывало новые вопросы, что подтверждало, насколько многообразной оказывается марсианская экосистема. Этот процесс привел к тому, что звуки из недр Марса стали предметом не только научных исследований, но и культурного обсуждения. Множество публикаций в СМИ и социальных сетях поднимали различные вопросы о природе звуков и возможных сценариях, связанных с их источником. Таким образом, анализ звуков, зафиксированных на Красной планете, стал не только научной задачей, но и культурным феноменом.
Ученые продолжают свои исследования, надеясь, что вскоре они смогут ответить на вопрос, который волнует многих. Что же скрывает Марс и действительно ли за этими звуками стоит нечто большее, чем просто проявление природных явлений? Каждый новый шаг в изучении этого феномена приближает их к разгадке, открывая новые горизонты для научного познания.